Прислушайся к тому, что нам завещано. В поте лица будешь есть хлеб свой. Это не наказание, это требование, предписание. Ежедневный хлеб, еду, надо заслужить. Необходимо каждый день совершать какое-то усилие до пота. Или работа, или быстрая ходьба, бег. С потом выйдут недобрые соли и недобрые нервы. Научись видеть вокруг все живое и радоваться ему. Траве, дереву, птицам, животным, земле, небу. Всматривайтесь в них добрыми глазами и с внимательным сердцем. И откроются тебе такие знания, которые ты не найдешь в книгах. И увидишь в них себя, укрощенного и обновленного. Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять босиком на земле. Давай телу землю, пока она сама не позвала его. Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли. Каждое утро хорошо обливаться водой, сначала горячей, чтобы разогреть спящую кровь, затем холодной, чтобы закалить жилы и нервы, разбудить сердце. Я редко прибегаю к мылу, никаких шампуней, зато не отказываю себе в парилке. Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. Куда меня судьба не вела, я прежде искал колодец, источник. Не пей сладкой и соленой минеральной воды из бутылок. Первая разъест печень, вторая замурует сосуды. Соли старайся избегать. Для мужчин есть 3 опасности – соль, сахар и белый хлеб. Еще и 4-я опасность – это водка. Это не твоя еда и не твое питье. В зеленых плодах и зелени достаточно соли и солода. А мед принимай без опаски и радушно, натощак с водой. И увидишь, что голова твоя будет светлой, а тело легким. Соль не употребляй, но хорошо держать ее там, где живешь и спишь. Всю жизнь под моей кроватью лежит котомка соли. Хорошо дышится и хорошие сны. Этому научил меня немецкий доктор в лагере. Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. Питательные те овощи, которые согреты и наполнены солнцем. На первом месте свекла. Нет на земле лучшей пищи. Затем фасоль, тыква, ягода, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы. Мясо, если хочешь, кушать можешь, но редко. Свинину не ешь. Ни одного человека она отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть сала пойдет на пользу, но не копти его. Зачем смолу употреблять? Плохая еда – колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда – это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса, едва ползет ленивый, а конь от овса весь день воз тянет. Саранча питается травой, оттого и силы имеет летать. Если на столе рыба, ты пан. Рыба очищает и молодит, как и вода, откуда она пришла. Рыба, сухой ржаной хлеб, овощи – лучшие тебе угощения. Все, что растет в твоем саду, тебе на здоровье и в пищу. Каждое растение, за которым ухаживала твоя рука, вдвое питательнее, чем купленное. Я радуюсь им, как детям. И они это понимают. Растение угадывает и дает нам то, что нам не хватает. Каждый овощ по мере зрелости укладывай в пивной сосуд с водой. Пусть там киснет и приобретает молодильные силы. А зрелые плоды падалицы и ягоды суши на чердаке,
а потом вари из них компоты. Зимой это спасает тебя от слабости и простуды. Мужчине после 50 компот из груши, дьячка нужно пить как можно чаще. Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов. Ем грубую пищу и сырые овощи. С вечера четверга до вечера пятницы ничего не ем, только пью воду. Пост – крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет и не молодит меня так, как пост. Кости становятся легкими, как у птицы, а сердце веселое, как у парня. С каждым крупным постом я молодею на несколько лет. Но не есть мясо, не пост, не есть ближнего – вот первый шаг к посту. Пост – это не традиция, это проявление любви к Богу. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах. Меньше сиди, но спи вдоволь. Пожилой мужчина, который не работает, должен ходить каждый день по 2-3 часа в любую погоду. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова в прохладе. Тело чахнет и стареет от тепла. В уссурийских лесах я знал одного китайца, который всегда ходил в ватной одежде, зато в хижине почти никогда не топил. Слабое мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от этого большую пользу получишь. Не забывай об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга и сила мужская. Хорошо ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла. Если имеешь хорошую женщину, радуйся. Это подарок небес. Не сходись со многими женщинами. Это для тела мерзость и для души истощение. Чары женские мимолетные, а туман в глазах долго стоит. Если нет женщины, не переживай. Это второй подарок судьбы. Вслушайся в сердце, и тебе откроется, для чего ты призван, в чем мера твоего назначения. С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему-нибудь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей, и тогда не получишь от них хлопот. Воспитывай волю ума и спокойствие души. Это счастье. То, что тебе предназначено, будет дано, только научись смиренно ждать. То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой. Не верь в предрассудки, звездочетам, не прибегай к ворожбе. Держи душу и сердце в чистоте. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода понесет твою грусть. Но помни, лучшее лекарство для тела и души – пост, молитва и физическая работа. Начинай и совершай день с благодарности, а перед отходом ко сну доверчиво вручай Господу свою душу до нового дня. Принимай радости и невзгоды с благодарностью. Все это милость Божья, даже испытание. Бог никогда не посылает больше, чем мы можем снести. Чем больше испытание, тем больше от тебя хотят. Через поле смирения придешь к тихой воде. Благодать будет наивысшей тебе заслугой. В тихий час садись в одиночестве и созерцай мир природы, пытаясь раствориться в нем, и сердце напьется спокойствием. Каждая новая заря для меня будто новая жизнь. Стараюсь, чтобы каждый день оставил после себя
любовно сделанное дело, приобретенное знание, какое-либо хорошее усилие над собой. Так, за годы, десятилетия я перекраиваю себя заново. Так зародил я в себе нового человека, хотя в молодости не было греха, который бы меня не обременял. Сейчас я советую тем, кто курит, пьет, гуляет, злословит, не отчаивайтесь. Достаточно искоренить один порок, а остальные 10 исчезнут. Только прислушивайтесь к своей душе, все хорошие законы записаны там. Не попрекай нужду, несчастье или неудачи. Это твои лучшие учителя. Я заметил, что в лагерях, где было голодно и холодно, люди были очень здоровыми и крепкими духом. Будьте как вода. Нету преград, она течет. Возникла преграда, она остановилась, прорвалась плотина, опять течет. В круглой посуде она круглая, четырехгранной – четырехгранная, потому она и самая сильная. И дерево живет, пока гнется, и ты будь гибким и мягким, и телом, и душой. Принимай все, что выпадает тебе в жизни, как больные принимают лекарства. Исцеление тела – вот смысл этих лекарств. Принимай смиренно все, что с тобой происходит, даже плохое, потому что это духовное здоровье и целостность жизни. Не бойся смертного часа. Это же только зов от небесной жизни, и ты всегда должен быть готов отдать Богу то, что от Него получил. Больше двигайся. Камень, который катится, мхом не обрастает. Хлопоты нас держат на земле. Не уклоняйся от них, но и не дай им над собой господствовать. Никогда не бойся начинать новое дело, обновишься сам. Мы удивляемся, почему так легко плавает рыба в толще воды, почему так легко летает, почти не махая крыльями, птица в воздухе, потому что они знают свой ритм, чередование силы и спокойствия. Всю жизнь этому надо учиться и нам. Научишься владеть своим ритмом, и будешь как рыба в воде, как птица в небе, и все задуманное осуществится, а жизнь будет легкой. Посещай церковь, помогай людям, навещай знакомых, не забывай о родственниках. Я никогда не был на курорте и ни одного воскресенья не пролежал. Мой отдых – это смена занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова. Меня спрашивает молодежь: «Дед, не надоело ли вам столько жить?» Нет, это не моя печаль, но мне все равно, проживу я 100 дней или 100 лет. Я одинаково проживу их в тихой радости, угадывая каждую минуту, что от меня ждет Бог. Я смотрю на мир Его глазами, Его ушами слушаю. Каждый привязан к той земле, где пришел в мир. Где родился, там и пригодился. Стебель там лучше растет, где упало семя. Так и человек. Небесам было угодно, чтобы на этом месте и из одного семени Отца ты родился. Поэтому ты не сирота в этом мире, а избран. Бог дал нам через своего Сына все. Не забывай, что в тебе растет большое дерево рода, хребет Духа твоего. Проникай внутренним знанием к его корням и поднимайся живыми соками вверх и вверх. Хорошо, если есть возможность посмотреть мир, путешествовать. А если не получается путешествовать, то ничего не потеряешь. Все миры можно в себе увидеть, все знания можно открыть в себе. Хорошо, если там, где ты живешь, есть открытое пространство, и глаз не цепляется за ограды, хлева и так далее. Ограждением должны быть деревья, кустарники или поперечные жерди. Такое ограждение умеет дышать, не запирая тебя. Такие жилища выбирали себе предки. Если этого нет, чаще выходи на природу, чтобы глаз и душа отдыхали. Общайся с молодыми, и сам будешь молодым. Не осуждай их, а понимай. Не поучай, а учи,
когда знаешь чему. Ведь нередко молодежь и умнее, и честнее, и добрее нас, только душой слабее. Будь моя воля, я бы до управления пускал только молодых. С ними и старым жилось бы легче. Не проси мало, проси велико, и получишь более малого. Не старайся со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. Лоза, которая не родит, скоро усыхает. Не будь зубоскалом и пересмешником, но будь веселым. Бог любит радостных верующих. Усилия тела должны быть продуктивными. Тогда природа даст тебе силу. Всякое начатое дело всегда завершай, хоть бы и не было с того дела ожидаемой благодати. На все имей свою точку зрения, на все отвечай «да» или «нет». Во всем новом, даже в беде, ищи что-то полезное и поучительное для себя, и найдешь. Как сам обновляешься каждые 7-8 лет, как телом, так и духом, так не отказывай себе, если судьба посылает новое дело, новую дорогу. Открой сердце духовное, и оно поможет в немощах твоих, подскажет, как молиться, как поступать, как выйти из беды, как победить обстоятельства. Ибо, как говорил святой Павел, если Бог за нас, кто против нас? Бог всегда с нами,